Привет, друзья! Надеюсь, что с вами все хорошо и вы в порядке. Сегодняшнее видео я хотел бы посвятить роудмапу, дорожной карте для начинающего тестировщика и рассказать, что сейчас требует на собеседованиях и что вам нужно изучить, чтобы претендовать на позицию либо трейни-стажера, либо же на позицию junior QA, в зависимости от того, как вам повезет. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я подготовил для вас парочку полезных своих исследований, связанных с текущей ситуацией по рынку, чтобы вы понимали, насколько то, что я вам сейчас расскажу, applies на то, что есть на рынке труда в России, Украине и Беларуси. И да, в первую очередь, это видео именно для этих стран. Перед тем, как мы перейдем к основной части нашего видео, я бы хотел вам напомнить, что есть несколько способов для поддержки канала. Это Patreon, это Boosty и спонсирование. На этом канале я его недавно обратно возобновил. Если вы хотите поддержать автора и видеть новые видео на канале чаще, то можете это сделать с помощью этих трех платформ. На Патреоне, к сожалению, не работают карты Мир и не работает Киви, но на Бусти вы сможете без проблем подписаться, оформить ежемесячную подписку, которую можно отменить с помощью Мира и Киви. Вот. Что касается спонсирования на YouTube, опять же, для России сейчас это ограничено, но другие страны могут таким образом тоже поддержать канал. Всю информацию я оставлю, конечно же, в инфобоксе, в описании, и вы сможете ее изучить. К тому же я хочу сказать, что на Boosty в будущем будут размещаться ссылки на платные курсы, которые я хочу еще дополнительно запустить по некоторым инструментам, в частности, это будет Postman, возможно, по SQL на платформе Udemy, но так как, опять же, не все страны сейчас могут там купить этот курс, можно будет купить пост, где будет ссылка на закрытый канал в YouTube и тоже найти информацию там. Вот такая вот минутка информатизации, информации для вас. И давайте переходить к основной части этого видео. Я собрал основные модули, скажем так, аспекты, которые вам необходимо знать, и вы можете в будущем их выбирать для того, чтобы изучать какую-то школу, ее программу на момент того, покрывает ли она все, что сейчас требует рынок. Сразу отмечу, что многие там специалисты, которые искали работу несколько лет назад, 5-10, могут сказать, что сейчас эти требования избыточны, например, для начинающего специалиста. Но, боюсь, и спешу вас заверить, что, к сожалению, или к радости, требования постоянно растут, и то, что было актуально, например, для медла несколько лет назад, уже актуально и для начинающего специалиста. К тому же многие компании сейчас набирают даже джунов с опытом работы, поэтому вы тоже должны на это обращать внимание. И давайте тогда начнем. Во-первых, это английский язык. Если мы говорим про Российскую Федерацию, то там есть большое количество локальных компаний, в которые вы можете устроиться и без него, поэтому можно пробовать и без английского языка. Что касается Украины и Беларуси, то я не нашел ни одной вакансии, где сейчас бы не требовался английский язык. В России, кстати, тоже 50% связанных с тем, что английский язык не нужен, и 50% он необходим. Не ниже уровня B1 во всех странах. Чаще всего требуют B2, то есть это Upper Intermediate, но можно попытаться пройти и с уровнем B1. В некоторых компаниях даже просят уровень Advanced. Это связано с тем, что тестировщик постоянно коммуницирует со всеми участниками процесса, в том числе и с заказчиком, либо с продукт-оунером. Он может присутствовать на другой стороне. И в целом я подготовил несколько пунктов, которые связаны именно с английским языком, почему он важен. Во-первых, это прохождение собеседований. То есть вы можете проходить как собеседование с преподавателем для первичной оценки, то есть, например, рекрутер говорит, что окей, мы вас приглашаем на следующий этап собеседования, и он как раз-таки связан с тем, что, там, не знаю, 5-10 минут вас будут спрашивать на какие-то общие темы по английскому языку, чтобы проверить, подходите вы к компании по этому требованию, либо же нет. Так и после. К сожалению, не все понимают, что в аутсорсе, помимо, например, основных собеседований, когда вы проходите с целевой компанией, в которой вы трудоустраиваетесь, очень часто бывают собеседования с вашим потенциальным клиентом. То есть, к примеру, там какая-то компания хочет вас купить, например, и вы проходите именно собеседование с ее представителями на английском языке. Чаще всего это собеседование про софт-скиллы, но не стоит забывать, что некоторые компании могут спокойно с вами разговаривать и по хардам. Поэтому нужно подготовиться и с этой точки зрения. Во-первых, вам нужно будет подготовить резюме на английском языке, его вычитать и уметь презентовать его там в течение нескольких минут. И после уже начнутся вопросы по вашему опыту и в целом по тому, какой вы человек на английском языке. Поэтому имейте это в виду. Дальше, что вы можете еще делать на английском языке, конечно же, это создавать тестовую документацию. Очень часто джуниор-тестировщик именно ограничивается этой зоной ответственности. То есть очень часто его не подпускают к каким-то сложным коммуникациям,
И все. Но бывают разные компании, и уже с первых дней вы можете коммуницировать как с заказчиком, так и с его представителями, так и с распределенной командой. То есть, например, у вас будут ребята из США, ребята из Азии, ребята из, не знаю, Австралии, например, и вы будете в разных часовых поясах, все они будут говорить на английском языке, потому что это универсальный язык для коммуникации, поэтому вам тоже нужно будет как письменно с ними общаться, например, в мессенджерах, либо же в корпоративной почте, так и уметь писать, так и уметь, точнее, говорить с ними, то есть общаться на митингах каких-то, на встречах корпоративных. В целом, когда у вас будут возникать какие-то сложные ситуации, нужно будет перетереть это с исполнителем, то есть готовьте себя и к этому. Также помните о том, что это возможности для обучения, то есть большое количество ресурсов сейчас есть на английском языке, и вы таким образом тоже можете себя развивать непосредственно на языке оригинала. И во многих компаниях вся корпоративная коммуникация на английском языке, то есть даже если у вас нет какой-то там распределенной команды, и вы работаете на другом проекте, например, где все говорят на русском языке, все равно корпоративные письма, корпоративная почта, корпоративные какие-то объявления, они будут все на английском языке, и иногда даже в мессенджерах разговаривают именно на английском языке, поэтому тоже готовьте себя к этому. Английский язык важен. Что касается того, как его изучать, у меня есть отдельное видео на канале на эту тему, связанное с ресурсами, которые вы можете изучать как с точки зрения общего английского языка, так и с точки зрения какой-то специализированной лексики, связанной с тестированием и в целом с IT-сферой. И я часто советую начинать именно с английского языка, а уже потом переключаться на тестирование, потому что в параллели это будет сложно делать, и должна быть некоторая приоритизация. Вы все равно будете чем-то жертвовать, либо временем на изучение английского языка, либо временем на изучение тестирования. Поэтому здесь тоже взвесьте все за и против. Стоит ли вам сейчас пробовать сразу идти на курсы, либо же вы сможете это потянуть после. Кто-то советует проходить параллельно английский и курсы по тестированию, потому что очень часто на курсах по тестированию у вас появляется новая лексика на английском языке, и вам придется в любом случае взаимодействовать с той же самой документацией на английском языке, потому что очень часто она не переведена. Здесь уже вам решать, но я больше за подход сначала английский, потом тестирование. Очень важный такой момент – это теория тестирования. Большинство вакансий, которые я изучал, содержит в себе обязательно теорию тестирования. Это логично, это не странно. То есть в основном вас на собеседовании даже будут мучать по теории тестирования. Что вам здесь нужно обязательно знать? Это понятие и различия quality assurance, quality control и тестирование понятий. Какие, скажем так, люди занимаются этим, на каких этапах подключается каждый из данных процессов, на что они направлены, то есть это все вам нужно знать. У меня практически по всему, что я вам сегодня расскажу, есть видео на канале, переходите в плейлист «Тестировщик с нуля» и смотрите с самого первого видео, там все логично построено, никаких сложностей у вас возникнуть не должно, поэтому изучайте их. Принципы тестирования, понятно, 7 принципов тестирования, которые вам нужно знать и тоже, там, например, различать, что для эффекта пестицида, когда он появляется и как с ним бороться. Вот такие вот тоже особенности необходимо понимать. И не просто заучить их название, но уметь объяснить, что каждый из них обозначает. И вообще в целом, когда вы приступаете к изучению тестирования, старайтесь все-таки понимать и разобраться в том, что вы изучаете. Не просто заучить какой-то термин, потому что обычно заучивание не помогает абсолютно, и вам будет на собеседованиях очень сложно. Например, когда вас спросят, какой вид тестирования, вот для этого ПО вы будете использовать. То есть вы запомнили, что есть какие-то виды тестирования, но не узнали, когда они применяются, в каком случае мы должны с ними работать. То есть вы должны погружаться и разбираться в этом. Извините, если у меня тут есть опечатки, я их буду по ходу действия исправлять. Верификация и валидация тоже нужно понимать, что это за процессы. Опять же, смотрите мои видео на эту тему, что такое верификация и что такое валидация. У меня там есть конкретные примеры, потому что не все всегда понимают различия в этих двух терминах, но я надеюсь, что вам это тоже поможет. Это любят спрашивать на собеседованиях, любят отличия QA/QC тестинг и верификацию, валидацию, вот частенько. Классификация тестирования, она делится на несколько, скажем так, уровней, что вам нужно в ней знать. Это, конечно, уровни тестирования, компонентное, уровень тестирования, интеграционное, системное. Это обязательно нужно тоже понимать, сколько, например, мы должны там, не знаю, писать юнит-тестов, каких их должно быть больше, почему их должно быть больше, пирамиду тестирования тоже посмотрите. Я, наверное, потом допишу в этой схемке пирамиду тестирования, чтобы тоже вы ее посмотрели. Виды тестирования, то есть там функциональное, нефункциональное, автоматизация, мануальное тестирование, это все тоже очень подробно любят спрашивать.
С первого взгляда кажется, что это очень сложно, но если нарисовать себе хорошую схему и разобраться в этом, то, я думаю, сложности у вас возникнуть не должно. Опять же, без практики, к сожалению, тоже будет сложновато, но постарайтесь немножко разобраться. Например, взять какое-то готовое приложение, посмотреть веб-приложение и подумать, что вот на нем можно, например, там протестировать то-то, то-то и то-то. Например, там веб-тестирование, функциональное, нефункциональное тестирование, какие мы можем применить из этих видов и так далее. То есть разрисуйте для себя такую схемку, опять же, сделайте майндмап, не знаю, сделайте декомпозицию этого ресурса, то есть разбейте его на отдельные модули, субмодули, и для каждого этого модуля подумайте проверки. Потому что многие тоже спрашивают, вот я не знаю, я не хожу на курсы, мне сложно, но вы, скорее всего, просто не пытались все, что вы знаете, переложить на какой-то готовый продукт. Это вот такая вот сложность. Всегда самообучение связано с тем, что необходимо много чего делать самостоятельно и не просто там читать и что-то посмотреть, а еще и ручками это проделать и подумать, каким образом я могу закрепить на подкорке то, что я изучил. И последнее, тоже немаловажно, это тестирование, связанное с изменениями, smoke, регрессия, ретест. То есть нужно понимать, чем они отличаются между собой. У многих возникает путаница с регрессией ретеста, что регрессия связана с изменениями любыми. То есть это может быть как изменения в код, связанные с новой фичой, которую мы поставляем, либо же с фиксом какого-то бага. Вот это вот регрессия. А ретест — это только фикс бага и подтверждение того, что его пофиксили. То есть ретест еще называется как confirmation testing, то есть подтверждающее тестирование. А дальше немаловажно знать виды требований и анализ требований. Сюда входят, как я уже сказал, виды требований, то есть, опять же, есть нефункциональные, функциональные, бизнес-требования, пользовательские требования, то есть различать их между собой. Обязательно запомните свойства хороших требований. Именно из них выливается, что вы должны протестировать в вашем продукте. Их всего 7 самых основных. Иногда выделяют больше, иногда меньше, в зависимости от источника. Посмотрите мое видео про анализ требований, я там рассказываю. То есть вы должны будете взять ваши требования, то есть то, как должен работать продукт. Это может быть user story, это может быть use case, это какая-то схема может быть UML. Это может быть макап, либо дизайн, то есть как GUI выглядит этого приложения, то есть пользовательский интерфейс, как вот мы нажимаем на кнопочки. Все это мы должны изучать и рассматривать с точки зрения вот этих свойств хороших требований. Именно это связано с анализом требований. Мы проанализировали их, посмотрели, что есть какие-то несоответствия, например, противоречивые требования. В одном месте написано, что должна быть кнопка красная, а на макапе на нашем дизайне она зеленая. И таким образом мы оформляем какой-то комментарий, либо тикет, связанный с тем, что требования нужно улучшить и переписать. Там уже подключаются дизайнеры, бизнес-аналитики, которые связаны с этим. Вот это тоже нужно понимать и знать. Очень часто любят спрашивать про виды требований на собеседованиях. Немаловажно тоже понимать SDLC и STLC, то есть это Software Development Lifecycle и Software Testing Lifecycle. Жизненный цикл разработки и жизненный цикл тестирования. В своих видео я рассказывал только про SDLC. STLC — это непосредственно то, чем занимается тестировщик, то есть это его какой-то такой жизненный цикл, то есть, например, он там берет требования, анализирует их, после пишет кейсы, после берет в разработку написанный код. Вот это вот наш такой небольшой STLC. Можете почитать в ресурсе, который я ставлю вам потом в самом конце видео, и я там расскажу, где вы можете обратить на это внимание и почитать. Понимание работы и зоны ответственности у других участников команды. То есть вы должны понимать, чем занимается разработчик на проекте, чем занимается бизнес-аналитик, чем занимается тестировщик, опять же, SDLC, SDLC, где мы там находимся на этих этапах и что мы делаем. Также вы должны обязательно понимать, кто такой project менеджер, кто такой продукт менеджер, должны понимать, кто такой дизайнер, что он делает и так далее. То есть, опять же, посмотрите мое самое, наверное, первое видео, где я рассказываю про SDLC, про эти роли. Есть у меня видео о том, как войти в IT, вроде так оно называется, я там тоже подробненько рассказываю, кто чем занимается. И про SDLC тоже в первом видео я рассказываю, что на каждом из этапов делает тестировщик. Например, когда у нас появляется идея какая, что он делает, когда появляется требование, когда появляется код, когда появляется сам процесс тестирования, когда появляется процесс, связанный с тем, что мы закрываем проект и закрываем его поддержку. То есть вот таким образом вы должны тоже это все понимать и уметь рассказывать. Да, с первого взгляда кажется, что это сложно, но постарайтесь немного в это вникнуть, потому что это база, которую требуют на собеседованиях. И сразу для себя понимаете, что тестировщик — это не так просто, как говорят на некоторых курсах, как говорят в рекламах. Это сложно. Информации нужно знать очень много, ее выучить за небольшой промежуток времени. Обычно курсы — это 2-4 месяца в идеале. Если там уже больше, ну, возможно, вы просто более лучше усвоите эту информацию, но потратите свое время и потратите время на то, что вы уже сможете получить какой-то опыт на реальном проекте, поэтому я всегда советую выбирать курсы вот в таком диапазоне 2-4 месяца.
Следующий момент — это гибкие методологии разработки Agile и их фреймворки. Scrum, Kanban, например. Очень часто именно Scrum рассматривают, и он чаще применяется, но Kanban сейчас тоже, я знаю, что занимает некоторую популярность, точнее, получает ее, но я в Kanban не работал. Работал, но в других компаниях, не связанных с IT, поэтому много чего рассказать про Kanban не могу, у меня нет такого видео, но про Scrum вы можете посмотреть и в целом про Agile. На примере Scrum что вам нужно знать? Вам нужно понимать, во-первых, ценности и принципы как Agile, так и Scrum. Вы должны понимать роли, которые есть в Scrum, этом фреймворке, и не надо мне писать, что фреймворк это только для не знаю, для автоматизации тестирования, либо же для написания кода. Фреймворк — это в целом вот наша такая библиотека и в целом набор правил, который связан с скрамом, с вот этим непосредственно фреймворком. Да, необходимо знать роли, которые есть в скраме, артефакты, церемонии и эстимации, то есть это покер-планирование, каким образом мы рассчитываем оценку трудозатрат. Это вот такой костяк. Никто от вас не будет требовать на первых этапах, чтобы вы очень сильно погружались в Scrum, какой-то отдельный фреймворк, который есть на проекте. Вас все равно будут обучать в рамках проекта, тот же Scrum Master, как один из ключевых игроков и одна из ключевых ролей в этом фреймворке. Поэтому не бойтесь, но основные какие-то моменты вы должны понимать и уметь их воспроизводить на собеседованиях. Это касается многих вещей, которые я сегодня говорю, но я буду делать на этом акцент, поэтому слушайте внимательно. Техники тест-дизайна тоже очень важный такой момент, потому что именно техники тест-дизайна очень часто любят давать как в тестовых заданиях, которые вам будут присылать, когда вы откликаетесь на какие-то вакансии, так и в целом на работе вам тоже это пригодится. Обязательно выучите и разберитесь в классах юмолентности, в анализе граничных значений. Это самые популярные техники тест-дизайна, которые есть всегда и везде. И попарное тестирование тоже очень любят спрашивать, очень любят давать на тестовых заданиях, либо же в рамках даже самого вашего интервью. Бывают там отдельные части, когда вас это будут все расспрашивать. Там какие-то другие техники, типа тестирование переходов в состоянии, например. Это тоже можно все изучить, у меня тоже есть видео на канале, чтобы для общего развития. Когда вас там спросят какие-то техники тест-дизайна, вы могли еще рассказать и про другие, не самые популярные, потому что всех всегда вспоминают там класс эквивалентности, анализ граничных значений. Ок, это как бы такой масс-маркет, мы про него знаем, все про него знают, но можно углубиться и в этом. Очень хорошая книжка есть у Ли Копланд, в том числе и на русском языке, можете поискать у меня в телеграм-канале, там все техники тест-дизайна очень подробно расписываются. И опять же, помните, недостаточно просто прочитать про техники тест-дизайна, нужно взять какой-то готовый, например, продукт, либо же какое-то готовое требование, и его разобрать согласно этой технике. Есть очень много статей на эту тему, есть книжки, как я уже сказал, поэтому разбирайтесь, погружайтесь, чтобы у вас потом не было, не знаю, ступора, когда вам дадут такое задание в рамках интервью. Nice to have я тут тоже написал. Очень часто в самих резюме, точнее, в вакансиях пишут nice to have. Nice to have, то есть то, что вам было бы желательно знать, но не обязательно для данной позиции. Но лучше почитайте хотя бы, опять же, в больших квадратах, разберитесь, как это работает. Эстимация тестирования, либо же оценка трудозатрат. То есть сколько мы времени тратим на тестирование. Это обязательно нужно будет учитывать, когда мы там говорим, не знаю, команде, что вот в рамках данной задачи, помимо разработки, есть тестирование, и мы будем работать так-то, так-то и так-то, потому что. И здесь уже подключаются основные методы, которые у нас есть, и расчеты. То есть чаще всего на проекте от джуна этого не требуется. И в любом случае у вас таких прям глубоких познаний не будет. Вы придете на проект, будет уже, например, что-то написано. Не всегда проекты начинаются с самого начала, куда вас погружают. Они уже существуют долго, есть документация, вам нужно будет все равно в этом разобраться. Но для общего развития, для того, чтобы вам на собеседование, там, не знаю, похвастаться, что вы знаете про эстимацию тестирования, либо же у вас это вдруг спросят, почитайте, посмотрите, у меня тоже есть подробные видео на эту тему, как это все считать. И в целом применяйте потом в будущем на самих интервью, и может вам на проекте тоже вдруг скажут, там, не знаю, условно, Артем, у нас есть задача по эстимации тестирования, мы знаем, что тебе это интересно, может быть, ты смог бы нам помочь. И таким образом вы покажете свою жажду к росту и развитию, и, может быть, это когда-то в будущем откликнется на следующем ассессменте, на пересмотре заработных плат и в целом на фидбэке, на обратной связи от вас, команды. Метрики тестирования тоже относятся больше к таким вещам, связанных с менеджментом, но тоже почитайте про них в интернете, посмотрите мои видео на эту тему, просто чтобы понимать, там, например, как количество багов, например, говорит нам о том, что с нашим продуктом вообще происходит, либо же как покрытие регрессионных тестов автотестами влияет на качество самого тестирования. То есть вы должны тоже это понимать, там, критерии входа и выхода из тестирования. Вот это все такие общие вещи, которые очень часто именно
являются зоной ответственности менеджеров, либо лидов, но их тоже почему-то сейчас очень любят задавать на собеседованиях, видимо, потому что иногда так бывает, что вас могут продать другим компаниям, заказчикам, как специалиста более высокого уровня. Поэтому готовьтесь тоже к тому, что могут быть какие-то нетривиальные задачи, которые вот вы слышали на курсах, что Джун этого не делает, но на самом деле, когда вы сталкиваетесь с этим на работе, вам придется это делать. Но не бойтесь, обычно не бросают, обычно все рассказывают, обычно есть какая-то вики, там в Confluence статьи, связанные с тем, как у нас на проекте, например, это делается, и согласно ее вы можете уже по шаблону что-то выстраивать. Дальше вы разберетесь уже в этом моменте, и будет проще, и вы уже научитесь работать с тем или иным инструментом, связанным там, с менеджментом, например, в тестировании. Тестовая документация, тоже, ребята, важный такой момент, всегда есть тестовая документация в требованиях к джунам, к трейни, к младшим тестировщикам, если на русском языке там видите вакансии. То есть это всегда наши чек-листы и тест-кейсы, это наша основная тестовая документация, согласно которой проводится само тестирование, то есть мы там прописываем перечень наших проверок, что мы вообще делаем с нашим ПО, чтобы убедиться в его качестве. Здесь вам нужно будет знать структуру особенностей применения на проекте. Опять же, поправляем мои очепятки. То есть в данном случае вы изучаете вообще, что такое чек-лист, это, например, список каких-то проверок, и тест-кейс — это уже более детализированный вид тестовой документации, где есть шаги, где есть результаты и так далее, и почему на данном конкретном проекте мы применяем чек-лист либо тест-кейс. Опять же, у меня есть видео на канале, смотрите, изучайте, почитайте статейки. Тестовые наборы — это уже наборы самих кейсов, то есть мы их каким-то образом по одному признаку объединяем. Это может быть как тестирование одной фичи, например, либо тестирование одного модуля, либо тестирование одной юзер-стори, либо же они могут объединяться по принципу того, к какому виду тестирования они относятся и так далее. То есть это все тоже нужно понимать и знать. Конечно же, когда мы находим какие-то дефекты, то есть это одна из задач тестировщика, показывать, что вот качество нашего ПО такое, потому что есть какие-то дефекты, и мы их заводим в системе. Есть специальные бэктрекинговые системы, о которых мы поговорим чуть ниже. То есть мы должны понимать тоже структуру этого отчета, какие там есть важные атрибуты обязательные, которые должны быть, статусы. То есть мы, когда наш отчет создаем, он проходит некоторые статусы, когда он там создается, когда он переходит в разработку, когда он возвращается обратно к тестировщику, и когда он уже пофикшен, исправлен. То есть тоже это жизненный цикл нашего отчета и дефекта, тоже об этом нужно знать. Хотя бы классические какие-то такие принципы к тому, как он создается, потому что в разных компаниях, опять же, они могут разниться. Как и требования к чек-листам, так и к кейсам, так и требования к другой тестовой документации. Вы к этому тоже должны быть готовы. Иногда на собеседованиях возникают такие случаи, когда начинают спорить с вами, что вот у нас в компании так-то и так-то, и вы говорите неправильно. Вы всегда ссылаетесь на какие-то источники. Там вот я, например, посмотрел такое-то видео, я прочитал такую-то книжку. У Куликова, например, так написано, в BibliaQA так написано, в STQB, чтобы уже наверняка все сомнения пропали. Это специальный такой, скажем так, сертификация для тестировщиков международная, есть силабус, в котором, например, написано так. И когда вы говорите там про STQB, уже меньше будет вероятности того, каких-то разночтений, но старайтесь тоже сильно не вступать в какую-то полемику, но и свою точку зрения тоже постарайтесь как-то обосновать. Если вы уже видите, что там переходит в какую-то агрессию, не знаю, со стороны вашего интервьюера, ну, здесь уже думайте о том, стоит вам вообще работать в такой компании или нет, если не воспринимается какая-то другая точка зрения, опять же, подтвержденная даже какими-то фактами. И забыл. Последнее. Тест-план, тестовая стратегия, отчет о результатах тестирования и матрица трассировки. Тоже такие все документы, которые больше относятся, опять же, к менеджменту. Может быть, матрицы трассировки нет, потому что она используется обычно всеми участниками процесса, но все остальное тоже очень часто делают либо менеджеры, либо же там middle плюс специалисты. Поэтому здесь я говорю, что вам нужно понимать в больших квадратах, то есть не вдаваться в детали, понимать вообще, что это за документ, когда он применяется и из чего он состоит. Вот этого будет достаточно для того, чтобы на собеседованиях успешно его пройти. Не бойтесь, если начнут копать глубже. Не всегда это значит, что вас хотят, не знаю, закопать и хотят, чтобы вы не прошли собеседование. Это значит то, что человек хочет понять, насколько вы глубоко понимаете тему, насколько вы с ней соприкасались, как вы с ней работали и так далее. Уже согласно этого будут
принимать какие-то решения, связанные с тем. Брать вас именно на эту позицию, может, на какой-то другой проект, где ваша экспертиза в другом вопросе, более глубоком, необходимо больше. То есть не бойтесь всегда этого, потому что, зная, ребята сразу начинают думать, что все, меня тут закапывают, я плохо прохожу собеседование. Нет, просто хотят узнать глубину ваших знаний, согласно которой потом в будущем уже будут принимать какие-то решения. Конечно, если вы вообще ничего не знаете и даже двух слов связать не можете по тому или иному аспекту, который вас спрашивают, то это уже вопросы не к тому, что вас хотят закупать, а к тому, что вы плохо подготовили собеседование, либо же вы будете понимать, что это ваша точка для развития, и вам нужно обязательно к следующему собеседованию другой компании разобраться в этом моменте, сделать работу над ошибками и уже в будущем успешно ответить на этот вопрос. Поэтому есть такие ходуны по собеседованиям, которые прошли очень много собеседований, может, даже в некоторых вопросах плавают, но они за счет того вот этой своей, не знаю, уже экспертизы, полученной в рамках многих собеседований и к умению отвечать на скользкие вопросы, очень успешно их проходят. Иногда даже говорят, что вот если вы успешно проходите собеседование и нет вообще никаких к вам вопросов, то это повод задуматься к тому, действительно вы будете так эффективно работать, если вы просто очень хорошо подготовились к собеседованию и все зазубрили, и просто знаете все, не знаю, неточности. Но для джуна это, мне кажется, не особо актуально, это уже больше для специалистов с опытом. Управление тестовой документацией, то есть согласно которой мы вот писали эту тестовую документацию где-то, например, не знаю, в Excel, в Word, в Google таблицах, но есть специальные системы, которые позволяют нам этот процесс сделать более красивым, оптимизированным, автоматизированным даже в некоторых случаях, поэтому вам обязательно нужно уметь еще работать и в таких системах. Есть так называемые бэктрекинговые системы, сокращенно это BTS, интересное такое название, думаю, что откликнется у фанатов каких-то южнокорейских групп, то есть Jira. Конечно же, это самое популярное решение. Нужно понимать, как в ней работать, как создавать баги. Azure DevOps — это система и для багов, и для управления проектами. Jira тоже для этого служит. То есть вы создаете специальные доски, канбан-доски, например, в том же Scrum. Да, не пугайтесь, в Scrum используются канбан-доски. Иногда может немножко показаться странным, что это вроде два фреймворка, но вот какие-то элементы, они друг друга взаимствуют. То есть там будут указаны задачи, которые выполняют все участники вашего проекта, то есть и разработчики, и дизайнеры, и аналитики, и вы как тестировщики, и там, может быть, задачи продукт-оунера какие-нибудь будут. То есть вот это Jira и Azure DevOps позволяют там тоже вести весь проект. Там не только мы создаем баг-репорты, потому что у некоторых может такое, не знаю, неправильное суждение об этой системе появиться из-за того, что она так иногда называется. Это в целом система по управлению всем проектом. Redmine еще есть такая система, Яндекс.Трекер, не знаю, наверное, сейчас очень актуально ввиду того, что Jira, например, в России не работает ввиду всем известных событий. Поэтому вот по Яндекс.Трекеру я даже думаю, может, запишу когда-нибудь видео, чтобы тоже было понимание, как это работает. Также есть системы по управлению тест-кейсами. Они могут быть как внутри вот этих бэктрекинговых систем, про которые я говорил, так и отдельно. Самые известные из отдельных — это TestRail. Очень популярное решение, то есть там хранятся уже наши кейсы в наборах, и в том числе можно сделать интеграцию с Jira, чтобы, например, в нашем тикете, то есть в том, что мы создаем внутри Jira, также была связь и с TestRail. TestLink тоже есть такая система, но она упрощенная версия. Есть отдельные плагины для Jira, например, Zephyr, в котором вы тоже можете создавать тест-кейсы и все делать внутри одной системы. Тоже касается и Azure DevOps. Там есть отдельный модуль, это уже не плагин, он отдельно докупается, называется тест-план, и там тоже можно создавать тестовые наборы, тестовые кейсы, делать тестовые прогоны. То есть мы запускаем какие-то кейсы и смотрим, как они проходят. И ставим какие-то статусы. На основании этого, опять же, можно сделать какую-то аналитику и понять, что вообще происходит с качеством нашего продукта и в целом с качеством работы самой команды тестирования. Nice to have, опять же, просто почитайте про такие инструменты, как Figma. Это для макапов, для наших дизайнов. Там в основном работают дизайнеры, но мы как тестировщики тоже обычно имеем доступ к ним, чтобы уже протестировать наш фронтенд, то есть то, что мы видим глазками на экране. Поэтому Figma очень часто есть на проектах. Она несложная абсолютно, просто посмотрите, что это за инструмент. И даже можно создать какой-то свой тестовый аккаунт, либо в интернете почитать про данный инструмент. Иногда тоже на проектах используют другие там инструменты типа Miro, Lucy Charts. Они необходимы для хранения каких-то интеллектуальных карт, для каких-то бизнес-схем, для каких-то роудмапов, то есть как наш проект развивается. Очень часто это больше для проект-менеджеров, например, такое для аналитиков, но тоже имейте в виду, что оно есть, чтобы вы просто имели какое-то небольшое представление о том, как оно работает. В Miro можно там тоже подключиться бесплатно, вроде в России даже ограничений именно на бесплатный ресурс нет. Это что касается таких более теоретических моментов, и
не знаю, основ тестирования, которые требуют везде. Поэтому давайте теперь больше к практике перейдем, потому что знаю, что многих волнует именно этот момент. Я разделил на два таких направления больших. Это тестирование веб-приложений API и тестирование мобильных приложений, плюс сопутствующая это база данных. И там еще CI/CD немножко тоже поговорим с вами, что нужно знать. Потому что сейчас наиболее распространенные направления именно в разработке приложений — это веб и мобайл. Есть еще тестирование игр, само собой, тестирование десктопа, но всегда этому уделяют не такое большое внимание. Вы должны понимать, что основные принципы, которые я рассказал раньше, там, про теорию тестирования, про тестовую документацию, они применимы и к тестированию игр, и к тестированию десктопа. Но в тестировании игр у вас будут подключаться какие-то специфические проверки, связанные с механикой, с бизнес-логикой данного приложения. Десктоп там тоже нужно будет больше, наверное, погружаться уже в сами операционные системы. Очень часто именно этим видом тестирования учат уже непосредственно на проектах, когда вы на них попадаете, либо в компанию. То есть в первую очередь будет компания интересовать ваша какая-то база по тестированию, а уже в будущем на самом проекте вас обучат каким-то, не знаю, нюансам того, что вам нужно будет знать. Поэтому давайте начнем тестирование приложений, что вам тоже нужно знать и на что обратить внимание. Конечно же, эта схема останется в описании к видео, не бойтесь, не беспокойтесь, все ссылки останутся. Как обычно, заходим в MindMap, скачиваем и смотрим его через браузер. Во-первых, это клиент-серверная архитектура. Давайте немножко увеличу. То есть вам нужно понимать, что такое клиент, что такое сервер, что такое трехуровневая клиент-серверная архитектура, что такое сервер базы данных, например. Вот это все тоже вам нужно разобраться. HTTP протокол, тоже понимать, какие бывают версии, чем они между собой отличаются. Нужно понимать структуру HTTP запроса, HTTP ответа, то есть то, что уходит на сервер, это наш запрос, и то, что возвращается с сервера. Клиент, быстренько тут такой овервью проведу, это то, откуда пользователь сам взаимодействует. Это может быть браузер, либо же какая-нибудь мобильная игра, куда вы что-то вводите, и эта информация уже отправляется на сервер. То есть это запрос, то, что вы вводите, а то, что приходит от сервера, это какой-то ответ. Здесь нужно понимать, какие там есть хедеры, то есть заголовки, какие есть специальные, не специальные. Вот это все тоже нужно разобраться вам. Что происходит при отправке запроса на сервер, что такое DNS? Это уже такая ситуационная вещь, то есть вы должны тоже понимать, что не из воздуха появляется какая-то информация, не из воздуха она куда-то переходит, то есть тоже нужно понимать, что вот мы ввели, например, там какой-то URL-ку, она отправилась на DNS-сервер, превратилась в IP-адрес ресурса, вам там как-то каким-то образом взаимодействовала, обратно вернулась. То есть у меня тоже на канале есть более подробное, конечно, объяснение того, как это работает. Очень часто любят на собеседованиях это задавать, потому что многие ребята не вдаются в подробности и не разбираются в том, как это работает, а просто заучивают какие-то общие вещи по клиенту и по запросам и ответам, но не стараются углубиться в то, как это происходит внутри. Не знаю, можно ли сказать на бэкэнде. В общем, на бэке что происходит у нас, да, наверное, можно. Потому что все, что происходит, скажем так, под капотом, это бэкэнд, это уже взаимодействие сервера, это какая-то сложная бизнес-логика, и многие забывают про нее. Все вот думают, что мы там нажали на кнопочку, все там прошло замечательно и хорошо, и все получилось. Но на самом деле очень много процессов, которые тоже нужно понимать. Дальше это уже в принципе, и к HTTP запросам, HTTP протоколу относится, и в целом к тестированию API, каких-то там сервисных взаимодействий, это уже HTTP методы. Вам нужно понимать get, post, что это за самые основные такие два метода, как они работают, какие есть отличия, и разобраться в put, patch, delete и options. То есть тоже, что делают эти HTTP методы, когда мы отправляем какую-то информацию, как это работает. У всех есть особенности, про которые тоже нужно знать и запомнить. Работа с сетями тоже необходима вам, чтобы уже более так углубленно понимать, как это работает. Очень часто достаточно просто знать, какие там есть уровни в модели OSI и в модели TCP/IP, какие есть протоколы. Обязательно запомнить, чем отличается протокол TCP от UDP, какой более надежный, какой нет. В общем, это тоже нужно знать и понимать хотя бы на каком-то примитивном уровне. Здесь от вас не будут требоваться какие-то углубленные знания. Коды статусов ответов, то есть это статус-коды наши всем известные, я думаю, самый известный 404, вы знаете, когда у вас page not found, когда страница не найдена. То есть вам здесь нужно знать все 5 групп, 100, 200, 300, 400 и 500, что они обозначают, и выучить хотя бы по 3 представителя из каждого, чтобы вы могли тоже спокойно
объяснять вообще, чем нам отличается какой-то метод от другого, не метод, а статус-код, и что для нас критично, что не критично, то есть обязательно тоже на это обратите внимание. Кэш-куки и WebSocket тоже посмотрите, чем они между собой отличаются. Про WebSocket я не рассказывал, но информация есть в интернете, я думаю, что можно разобраться. Основа HTML, CSS и JS. Почему это необходимо? То есть JS — это JavaScript, если кто не знает. Это как раз-таки то, что у нас происходит на фронтенде. Очень часто тестировщики работают с этим, то есть вам нужно будет понимать какие-то основные теги, какие-то основные атрибуты. Какие-то основы JS могут вам понадобиться и в будущем для написания простых автотестов в Postman. И в целом вот эти все взаимодействия вам нужно понимать, чтобы спокойно вы могли зайти в DevTools браузера, о котором как раз-таки в следующем пункте, и изучить, что у нас происходит на странице. Работа с DevTools, она связана с тем, что вот вы, когда заходите в браузер, нажимаете на F12, например, в Chrome, но вы должны знать, что для всех браузеров существует своеобразный DevTools, они все между собой похожи по функциям. Так вот, вы открываете, и вы должны тоже уметь работать со всеми вкладками, которые у вас появляются, уметь анализировать запросы и ответы, уметь анализировать, что приходит у нас в ответе, разбираться, опять же, вот как я сказал выше, в HTML, CSS, чтобы спокойно находить элементы, тестировать их как раз-таки на соответствие верстки того, что есть в макапах в нашей фигме, то есть то, что нарисовали дизайнеры, и то, что у нас появляется на нашем фронтенде уже после разработки, после работы фронтендера. Дальше особенности REST-SAP, правила синтаксиса для XML и JSON. Это уже KPI к нашим сервисным каким-то взаимодействиям. То есть вам нужно понимать, что там REST — это архитектурный стиль, SAP — это протоколы. Почему SAP называется протоколом? Потому что он более такой серьезный и заполнен правилами. Вам нужно понимать правила синтаксиса для XML и JSON тоже. Большинство, конечно, сейчас требует именно REST и RESTful серверы, чтобы вы работали с ними. Поэтому больше внимания можете уделять этому, но есть компании, я в такой работал, где был и SAP, и нужно было понимать и XML, и синтаксис, и на собеседовании даже давали задания, где нужно было находить ошибки в XML-файлах. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Обо всем этом я рассказываю в рамках курса «Тестировщик с нуля». Это 17 и 18 урок. Анализаторы трафика, Charles Proxy и Fiddler, опять же, вам необходимы для того, чтобы вы могли как анализировать запросы и ответы, так вы можете их перехватывать каким-то образом, видоизменять. Также можно там, для тестирования мобильных приложений это тоже использовать. Я, наверное, не включил это в тестирование мобильных приложений, но помните, что тестировщику мобильных приложений нужно знать эти два инструмента тоже. Работа с Postman, то есть это наш основной инструмент, когда мы говорим про тестирование API. Что спрашивают на собеседованиях и в чем вам нужно обязательно разобраться? Обязательно разберитесь в интерфейсе. Где какая кнопочка, где там создаются коллекции, где переменные, где создается, не знаю, environment, где вы можете там запросы отправить, где вы там заполняете тело запроса и так далее, где авторизация. То есть вот это все нужно вам понимать и разбираться. Потому что иногда бывают лайв-тестирования, то есть на собеседованиях вас просят протестировать какой-то, не знаю, сервис, протестировать какое-то веб-приложение, и вы можете, опять же, использовать какую-то документацию, уметь работать с ней, то есть документация — это там, где разработчики расписывают, как работает тот или иной API-сервис. Вот вы должны уметь работать с ней и в том числе спокойно в Postman ориентироваться. Нужно обязательно создавать коллекции, то есть вот коллекции наших запросов, которые мы отправляем к серверу. Нужно работать с переменными окружениями и работать с простыми автотестами. Опять же, все вот это я рассматриваю в 5 уроках, связанных с Postman, поэтому заходите, смотрите. Этой информации для новичка может быть достаточно. Если, конечно, не написано, что у вас должно быть углубленное какое-то изучение, связанное с Postman. Ну, тогда уже нужно искать какие-то специализированные курсы, более углубленные. В том числе я планирую сделать такой скоро, думаю, что в течение нескольких месяцев, и разместить его на платформе Udemy. Как я уже сказал, те, кто не сможет купить его на платформе Udemy, сможет это сделать через сервис Boosty. Вот. Но там не будет обратной связи, но я постараюсь его наполнить какими-то реальными примерами, практикой, полезными ссылками, чтобы вам все понравилось и он действительно был стоящим. Nice to have я написал работа в SAP UI. Как я сказал, SAP у нас не так часто сейчас встречается, но есть отдельный инструмент. Для него это SAP UI. Поэтому посмотрите, опять же, мои видео. Буквально вам нужно разобраться, как туда загружать VSDL, те файлы, в которых расписано, как работает именно SAP, не точнее SAP, короче, сервис, как должен работать, и там попробовать протестировать в нем. Этого будет достаточно для начала, а дальше уже, если этот инструмент вам понадобится в будущем, то можно будет с ним работать, потому что в последнее время он получил большое количество улучшений, в том числе связанных с работой с REST-запросами. В Postman, кстати, тоже можно SAP тестировать на каком-то базовом уровне, поэтому тоже не сбрасывайте его со счетов.
Дальше, что я тоже не рассматривал здесь, это отличие идентификации, аутентификации, авторизации. Я думаю, надо записать какое-нибудь видео на эту тему. Я вроде бы про это говорил, да, я все-таки рассказывал, я про это говорил в видео про тестирование безопасности, поэтому можете посмотреть его, чем отличаются эти три процесса. Да, три процесса, чем они между собой отличаются. Разберитесь, тоже любят спрашивать на собеседовании. И виды авторизации. Это нужно, во-первых, для того, чтобы вы понимали, как наш пользователь авторизуется в системе. Во-вторых, очень часто, не очень часто, а в Postman тоже есть отдельная вкладка авторизации. Если вы хотите достучаться до какого-то ресурса, вам необходимо будет ввести информацию. Либо же это будет пароль и логин, но сейчас очень редко используют чисто базовую авторизацию, аутентификацию. Вам нужно будет какие-то токены отправлять и так далее. То есть в этом нужно обязательно тоже разобраться, что такое токен, GVT-токен и так далее. Особенности тестирования веб-форм и веб-элементов, что я подразумеваю под этим, опять же, посмотрите там урок, не помню какой, может быть 16-й, связанный с тестированием веб-форм и веб-элементов. То есть когда вы видите какую-то формочку, например, поле ввода, вы должны уже в голове иметь какой-то алгоритм, как вы это будете тестировать. То есть мы там тестируем минимальное и максимальное количество, мы тестируем пробелы, мы тестируем спецсимволы и так далее. Какие-то скрипты, может, запускаем через данное поле. Вот это все нужно понимать и знать, что вот вы видите там кнопку radio button какой-то, что он только один может быть, что он может нажиматься на саму кнопку, так и на ее содержимое и так далее. То есть вот эти все вещи, все эти особенности нужно знать. И на собеседованиях это могут спросить, не спросить, а выслать вам тестовое задание, где нужно будет тоже это сделать, поэтому обратите на это внимание. Веб-элементы вам тоже нужно знать все основные названия, причем на английском языке. На русском не всегда они есть, нормальные эквиваленты, ну и на русском тоже посмотрите. То есть в данном случае тоже обязательно это изучайте. Как это делаю я, если... Ну, то есть я уже знаю какой-то основной скоп этих всех элементов. Если я чего-то не знаю, вы всегда можете попробовать проинспектировать элемент. Есть такая возможность. Нажимаете на сам элемент, на правую кнопку мыши, выбираете «Инспект», и смотрите, как этот элемент называется там, в вашем HTML-файле, который откроется в DevTools. Либо же вы можете этот элемент вырезать и провести поиск через картинки в Google, например. Если уже ничего не получается, можно спросить у разработчика, но это такой крайний случай, можно спросить у дизайнера, так будет даже лучше, потому что разработчики всегда очень сильно погружены в написание кода, и лучше их не отвлекать по таким мелочам. Но вот дизайнер, например, можно спросить лишний раз. Либо же добавить какое-то свое, не знаю, видение, но лучше так не делать, потому что вот эта вот кнопочка с красненьким крестиком, ну, так оно не пишется в тестовой документации, вы должны писать тестовую документацию на техническом языке, чтобы потом никто с вас не смеялся, что вы такой вот грамотей. И тоже nice to have, потому что я видел такие требования в вакансиях. Это анализ логов, работа в Kibana и Elasticsearch. Я сам никогда в них не работал, знаю про эти инструменты, но как-то не доводилось, но в некоторых позициях даже для начинающих специалистов требуют и его. Можете посмотреть, но в этом будет сложновато, мне кажется, новичку разобраться. Может, какие-то овервью просто посмотрите про эти элементы. В целом, просто даже сложно будет реализовать какое-то самостоятельное обучение, связанное с этими инструментами, с их настройкой, с установкой, с тем, чтобы у вас были какие-то тестовые данные для того, чтобы вы могли их протестировать. То есть это сложновато, мне кажется, даже на курсах это не преподают из-за вот такой вот сложности. Это уже на реальных проектах намного проще. А дальше у нас базы данных. Базы данных, тоже что вам тут нужно знать? Во-первых, базы данных, они нужны для того, чтобы хранить эту информацию, поэтому всегда в нашем ПО, в приложении всегда есть база данных в каком-то виде. Это могут быть как реляционные и нереляционные базы данных. Чем они отличаются между собой, можете посмотреть мое видео, связанное с базами данных. У меня есть тоже, наверное, 4 урока. То есть это спрашивают на собеседованиях виды баз данных. Обязательно нужно знать первые, вторые, третьи нормальные формы. Это там прописано, какие есть требования к этим базам данных и к хранению данных в них. Тоже посмотрите. Вот 3 формы обычно могут спросить. Не скажу, что это прям частый вопрос. Не помню, чтобы меня их спрашивали на собеседованиях, но такое может быть. Дальше уже нету смысла учить нормальные формы. Ну, то есть, если вы хотите углубиться очень сильно, конечно, вам нужно разобраться во всех, но вот 3 будет достаточно. Дальше вам нужно понимать, чем отличается база данных от системы управления базой данных, и выучить хотя бы несколько представителей, и, например, понимать, что вот для нереляционных баз данных у нас есть MongoDB, почему-то у меня DE стало, а для реляционных баз данных у нас есть Microsoft SQL, есть MySQL, есть PostgreSQL. В SQL, то есть это язык наших
структурированных запросов. Это отдельный такой язык, который позволяет нам обращаться к базам данных именно реляционным. Здесь у нас запросы Select необходимо знать, как они пишутся, их структуру и все ключевые слова, которые с ними связаны. Запросы Join, они уже более усложненные. Агрегатные функции, вложенные под запросы, и отдельный вынес Having Union, потому что у меня в курсе я это не рассматривал, он тоже спрашивает, поэтому тоже посмотрите, как они работают. На Степике есть хороший курс по SQL, можете его найти. Я думаю, что без проблем вы это сделаете. Он там один из самых популярных, поэтому можете его тоже пройти. Но SQL тоже сейчас очень часто любят спрашивать. Нереляционные базы данных, то есть вам нужно тоже понимать, что это за базы данных, какие типы данных в ней хранятся и как с ней работать. MongoDB можно скачать бесплатно, посмотреть, потому что я в своем курсе не рассматривал данную базу данных, но вот в моем курсе MySQL можно глянуть. И главное, зачем вообще тестировщику доступ к базе данных? Это тоже такой ситуационный вопрос любят задавать. То есть вы должны понимать, во-первых, для хранения базы данных для хранения данных мы используем базы данных. Иногда необходимо протестировать сами данные. То есть, например, мы что-то создаем на GUI, то есть на нашем пользовательском интерфейсе, то, что мы видим, и это попадает каким-то образом в базу данных. И мы должны проверить, что то, что мы создали вот именно в этом пользовательском интерфейсе на нашей страничке, оно попало в базу данных в необходимое поле, в необходимое место. Вот это один из принципов. Не принципов, а подходов и способов применения этого самого доступа к БД. Следующий, когда, например, нам необходимо создать большое количество данных, тоже можно это делать через BD. Это можно делать и через Postman с помощью API, можно делать и с базами данных. Если, например, что еще можно вам предложить, найти какие-то данные тоже в таблице вам нужно, например, данные про определенного пользователя, то есть тоже таким образом вы можете находить это недолго, например, на GUI, там нужно, не знаю, залогиниться, найти эти данные, зайти в какую-то систему, а здесь в базе данных вы обратились просто к определенной таблице, и вам вывелась информация по данному пользователю. То есть тут много различных вариантов использования. Иногда тестируют сами базы данных, и есть отдельные тестировщики, связанные с этим. Иногда нужно залить в базу данных данные от вашего заказчика, например, их пересылает, и таким образом тоже протестировать ваше ПО. То есть кейсов здесь достаточно много. Тестирование мобильных приложений тоже немаловажный такой момент. Это что вам здесь нужно знать. В общем, как я уже сказал, у нас есть два основных направления в разработке сейчас. Это тестирование мобильных приложений и тестирование веба. Очень часто хотят тестировщика, который умеет и про веб, и про мобильное тестирование. Поэтому тоже готовьте себя к тому, что вы будете тестировать все вместе. Что здесь нужно знать? Типы приложений, какие бывают, нативные, гибридные, веб, и типы устройств. То есть все ошибочно полагают, что мобильное устройство – это только наши смартфоны. На самом деле нет. Это могут быть и планшеты, это могут быть и часы, это могут быть и какие-то другие вещи, у которых есть ум, интеллект и так далее, в общем, в которых встроены процессоры, что-то обрабатывают. Это все будут мобильные устройства, и их тоже нужно уметь, есть уметь тестировать, есть свои подходы, поэтому обращайте тоже на это внимание, не ограничивайтесь только мобильными телефонами. Как собрать тестовую лабораторию, какие устройства включите в эту самую лабораторию, какими ресурсами будете пользоваться. Это тоже такой ситуационный вопрос, и всегда на курсах обычно про это рассказывают. То есть вам нужно изучить, во-первых, ресурсы, где будет статистика, связанная с тем, что вот 50% людей пользуются Android, там, не знаю, 50% пользуются iOS, поэтому мы обязательно должны включить эти две платформы в нашу лабораторию. Дальше вы должны изучить, какие устройства используются больше, например, каких компаний. Какие модели, обязательно включить флагманы, обязательно узнать у самого заказчика, какие устройства он планирует, не знаю, использовать, не использовать, точнее, для каких устройств он планирует вообще это приложение выпускать. То есть вам нужно тоже с этим разобраться. У меня на канале в одном из видео есть эта информация по тестированию мобильных приложений, и в целом в интернете можно тоже почитать про это. Очень любят спрашивать про тестовую лабораторию. Работа с эмуляторами и симуляторами, то есть когда у нас нет реального устройства, мы должны каким-то образом проверить наше ПО. Для этого есть эмуляторы, это программное обеспечение, которое полностью повторяет работу нашего мобильного устройства, то есть там можно задать какие-то настройки, связанные с ним, и практически это тестирование не будет ничем отличаться. Ну, конечно же, всегда лучше протестировать на реальном девайсе, но все же, если нет такой возможности, используем эмулятор. Симулятор, он только графический интерфейс, он какой-то повторит, какие-то базовые функции приложения. Анализ логов. То есть здесь тоже нужно понимать, что когда у нас случается какая-то беда
с мобильным приложением, например, оно крашится, появляется какая-то ошибка, это где-то у нас записывается. Вам тоже нужно будет уметь эту информацию находить и ее анализировать. То есть, например, в 15:00 у нас такой-то краш случился, потому что не подключилась какая-то библиотека, или там не удалось подключиться, или там не удалось подключиться к базе данных. Это тоже нужно вам уметь понимать, как это делать. Что касается особенностей тестирования мобильных приложений, здесь обычно рисуют такие разные таблички, опять же, схемы, где написано, что вот там тестирование на прерывание, тестирование, ну что еще может быть, какие-то нажатия специфические, там тестирование на плохой интернет. Но опять же, это к прерыванию будет больше относиться. То есть обязательно вот это нужно изучить, понять, что именно мы должны тестировать в том или ином приложении. Используют специальные чек-листы, они обычно уже заранее написаны, но вам тоже на собеседованиях нужно будет рассказать об этом. Я не тестирую мобильные приложения, никогда не проходил собеседование на эту позицию, но вот то, что мне рассказывают ребята, и то, что я там когда-то на курсах изучал по этой теме, вот я вам сейчас рассказываю. Мне кажется, что требования не должны быть больше. Гайдлайны Apple и Google, то есть это специальные такие документы, документация от данных корпораций, связанные, что вот на iOS кнопочки могут располагаться только так и никак по-другому. Там приложения должны реагировать на такие-то жесты именно таким образом и так далее. Она есть как для Apple, как я уже сказал, так и для Google, для Android в частности. Поэтому тоже в больших квадратах необходимо их изучить. Конечно, наизусть не нужно, потому что это большие инструменты, но какие-то общие вещи, связанные с разработкой и с тем, чтобы пользователю было удобно работать в данных приложениях, вам знать нужно. И изучение мобильных жестов и элементов, то есть тоже вам нужно понимать, что, например, если мы нажимаем на экран, это в мобильниках это тап, а если мы это делаем в вебе, это клик. Что такое, не знаю, стич, что такое еще, что pitch, точнее не стич, какой стич, pitch, там всякие, что такое zoom in, zoom out, вот это все вам нужно понимать, знать и различать. Потому что вам потом нужно будет и тестовую документацию писать с правильной вот этой лексикой. Часто я замечаю, что ребята не понимают различия в мобильных устройствах и различия в веб-устройствах, и какие именно жесты мы производим. То же касается и элементов, как я уже сказал, в вебе у нас есть какие-то элементы специфические, так и в мобильных устройствах тоже есть элементы, там всплывающие разные окна, опять же, какие-то кнопки, строки состояний и так далее. Вам это тоже нужно будет все знать и уметь разбираться. Вот такой вот интересный еще пункт у нас остался, на который я хотел обратить внимание, это CI/CD, это непрерывная интеграция, непрерывная доставка. Да, наверное, когда там еще несколько лет назад это было не так сильно популярно среди начинающих специалистов, это больше требовали специалистов с опытом, и были всегда девопсы, но сейчас появляется все больше вакансий с открытыми требованиями по тестопсу. Для вас это может быть тоже такое что-то странное. Сейчас немножко постараюсь объяснить. Так вот, нас начинают привлекать тестировщиков и продолжают, и активно привлекают к вопросам, связанным именно с непрерывной интеграцией, непрерывной поставкой. Что касается непрерывной интеграции, непрерывной поставки. Непрерывная интеграция – это связано с тем, что мы должны постоянно вносить какие-то небольшие изменения частыми коммитами. Коммиты тоже слово такое, может быть, для вас непонятное. То есть мы просто заливаем какую-то часть кода в наше ПО постоянно маленькими шажками. Вот это вот именно непрерывная интеграция. Для чего это нужно? Чтобы наш заказчик, наш клиент постоянно получал какие-то изменения. Это вот CI. CD – это уже непрерывная поставка, то есть мы должны еще каким-то образом то, что вот мы постоянно заливаем, еще куда-то загружать в окружение. Про окружение мы тоже поговорим дальше. То есть это вот два таких процесса. Я про CI/CD не рассказывал никогда, но, может быть, тоже запишу какой-то такой общий овервью, чтобы вы понимали, потому что на практике это сложно будет показать, учитывая, что нужно настраивать очень сложную среду, связанную с этим CI/CD конвейером, как он еще называется. И с ПО это сложно сделать, скажем так, с моей экспертизы, с моей колокольни. Так вот, вам нужно понимать, что такое CI/CD, как он работает, понимать, что такое DevOps. Это именно такая методология, связанная именно с тем, что обеспечивает эту CI/CD и много чего еще. Есть отдельные специалисты DevOps в компании. TestOps – это именно роль тестировщика внутри вот этих процессов CI/CD, что он должен делать на каждом из этапов, как он может тоже помочь вот этим всем процессам. И в целом все вот это ПО, которое работает как в CI, так и в CD, называется CI/CD конвейер. И вот что касается CI/CD конвейера, то есть вам нужно будет понимать и знать Git обязательно, это система контроля версий. То есть, когда у вас, например, работает большое количество разработчиков, вы не можете одновременно вносить изменения в одну какую-то ветку, ну, не знаю, ветку в репозитории, то есть
в одно место хранилище данных. Скорее всего, вам нужно будет эти данные каким-то образом расщепить, и чтобы каждый отдельный разработчик работал вот на своей веточке отдельной. Вот это вот как раз-таки и Git позволяет сделать. Это система контроля версий. И потом уже, когда разработчики поработали, они уже смогут эти изменения по частям заливать. Вот это как раз-таки про CI в процесс в том числе. Поэтому в Git вам нужно разобраться. У меня на канале есть небольшой курс по этой теме с базовыми командами, что мы делаем, что такое репозиторий, ветки и все остальное. Вот, потому что я сейчас, наверное, говорю, и вы много чего не понимаете. Вот вам нужно посмотреть эти видео, чтобы разобраться в этом. И, конечно же, как я уже упоминал, вы куда-то потом загружаете то, что вы разработали, на какие-то окружения. И вам нужно разобраться тоже, какие есть виды окружений и особенности работы на каждом из них. Например, Dev — это окружение, где работают только разработчики. У нас какие-то там, не знаю, скажем так, как сказать, там, фичи, которые разрабатывают самими разработчиками, которые еще не прошли тестирование, можно там и тестировщикам побаловаться, но вот такая вот песочница, скажем так. QA — это уже то окружение, на которое выливаются эти изменения, финальные, скажем так, финальные на данный конкретный момент времени. QA их тестирует, и на основании этого может дать добро их запускать дальше по процессу и переводить в стейдж. То есть стейдж — это уже такое предрелизное состояние, где у нас уже все протестировано, и мы проверяем просто, чтобы у нас там интеграционные какие-то тесты не упали, как эти модули могут между собой взаимодействовать и так далее. То есть здесь мы уже принимаем какое-то финальное решение того, релизимся мы, то есть из стейджа в прод переносим, либо же нет. То есть вот такие вот разграничения. Dev работают в основном разработчики, QA работают тестировщики, и на основании их тестирования либо возвращается обратно на разработку, на доработку какие-то фичи, либо там баги какие-то появляются. На стейдже мы проводим финальное тестирование, обычно это smoke, и регрессия какая-нибудь проводится на стейдже, это предрелизное состояние. И на проде у нас уже состояние того, когда мы уже там зарелизились, то есть доставили уже наше финальное решение, которое без багов, либо оно с багами, но не критичными, нашему финальному пользователю. Это уже прод. Тоже нужно в этом разбираться и понимать, как тестировщик взаимодействует на каждом из этих этапов. Ну и со временем вы будете понимать, что он делает, какое ПО он использует. Даже тестировщики бывают участвуют в релиз-менеджменте, то есть отвечают за релизы, отвечают за вот эти все сборки и так далее. Но не бойтесь, обычно начинающих специалистов не подпускать к таким ответственным задачам. И nice to have я еще написал, потому что тоже видел в вакансиях, и в принципе в работе это используется. Это Docker, Jenkins и CircleCI. То есть это уже такие инструменты, которые позволяют вам вот именно на уровне CD, то есть поставки что-то делать. Вот, такие вот вещи. Docker, Jenkins, CircleCI, опять же, будет сложновато вам самостоятельно в них разобраться, но хотя бы почитайте, что это такое, как оно используется. И да, CI/CD, как я и сказал, это такое относительно молодое направление, и оно не так часто требуется от начинающих специалистов, но, опять же, я видел это в вакансиях, и вам нужно хотя бы в больших квадратах, опять же, понимать, как это работает. И напоследок я хотел бы рассказать вам про дополнительные навыки, на которые тоже стоит обратить внимание, которые я тоже видел в вакансиях. Это работа с командной строкой Windows и Unix подобных системах. Тоже нужно уметь работать с CMD, то есть когда там вызываете командную строку, видели, наверное, черный такой экран, и какая-нибудь надпись типа там Microsoft Windows год, и открывается командная строка, куда вы можете писать команды, которые позволяют вам упрощенно, быстро работать с системой. В Unix-подобных системах это bash-консоли могут быть, то есть там тоже свои есть команды, не отличаются в Windows и в Unix-подобных системах. Очень часто вижу Linux сейчас. По Linux у меня тоже, точнее по bash-консоли есть отдельный мини-курс. Посмотрите, выучите основные команды, как работать с файлами, как их изменять и так далее. Пригодится. Gmeter тоже часто вижу. Ну, как часто, точнее, не часто я его вижу, но он есть в вакансиях, иногда бывает. И опять же, в nice to have обычно его пишут, так что не бойтесь, это прям не тот навык, который вам нужно учить вот прямо сейчас бежать и разбираться в нем, но на будущее можно. И с какими-то базовыми функциями хотя бы до собеседования можно разобраться. Есть там 20-минутные, 30-минутные лекции в YouTube, на английском языке точно есть, где вы можете научиться быстренько там что-то делать. Pixel Perfect как инструмент для тестирования Graphical User Interface. То есть тоже есть отдельный инструмент, который позволяет вам проверять ваши уже готовые варианты после работы фронтендера. Вот Pixel Perfect это упрощает дело. Особенности ведения деловой переписки и бизнес-коммуникации тоже немаловажно вам разобраться вообще, как нужно писать письма умные, чтобы не показаться
показаться неграмотным человеком, потому что на английском есть свои особенности, поэтому тоже разберитесь в этом. Как я уже сказал, тестирование десктопа и игр тоже можно встретить в вакансиях, но говорю, что, скорее всего, вы такие навыки получите уже непосредственно на самом рабочем месте. Не видел я большого количества курсов и большого количества ажиотажа для таких компаний. Тестирование железы. Тестирование железа, то есть в данном случае мы говорим про hardware, например, и оно еще называется embedded testing, когда у вас, не знаю, ПО разрабатывается для специализированного железа, не знаю, там ПО для какой-то медицинской машинки, оборудования, то в таком случае вам нужно будет еще и тестировать, как это все работает в связке. Такие позиции есть, и тоже чаще всего этому обучают уже конкретно на рабочем месте. Ну, а после уже, когда, да, у вас появляется большой опыт, можно уже будет и с этим опытом куда-то откликаться, но направление достаточно узкое. Специально еще отметил автоматизацию тестирования, потому что вижу в вакансиях сейчас много, то есть половина вакансий связана с тем, что нужно хоть на каком-то уровне базовом уметь работать с автоматизацией тестирования, либо это относится nice to have, то есть, понятно, вас захотят развивать и в этом направлении тоже, и, скорее всего, это будет одним из условий, почему вас возьмут в компанию. Поэтому быстренько тут расскажу, я не автоматизатор, что вам нужно знать из моего какого-то такого общего опыта. Вам обязательно нужно будет знать основу ручного тестирования, поэтому всю, пожалуйста, правую часть этой roadmap, интеллектуальной карты, вот вам нужно это обязательно знать. Дальше вам необходимо будет выбрать язык программирования, очень часто ЕП называют, а то кто-то смущается, когда видит такое название, не понимает. Сейчас из популярных решений это Java, Python, JS и .NET. Java, наверное, и .NET будут посложнее, Python, JS полегче. Популярные сейчас Java и Python в основном. JS тоже популярный, и он вам еще поможет потом писать просто тесты на Postman. И изучение его основ. То есть изучаете эти основы, которые достаточны для написания первых ваших скриптов. Очень часто в компаниях бывает, что вот перед тем, как доверить вас в автоматизацию, просят там написать какие-то простые тесты для определенного ПО, с которым вы работаете. Вот вам нужно выучить язык до такой степени, чтобы вы могли это писать. Ну и дальше развиваться, конечно, в нем. Дальше нужно будет выбрать специализированный фреймворк, который позволит вам упростить работу. Либо же нужно будет писать самостоятельно фреймворк, но, не знаю, мне кажется, сейчас это не совсем целесообразно. Если, конечно, у компании много времени и ресурсов, которые связаны с этим, то да, тогда можете написать свой. Особенности тестирования для различных приложений, то есть вам нужно, конечно, будет разобраться, как там тестировать, как писать автотесты для веба, для API, для mobile, для API как веба, так и для API mobile, потому что там тоже есть свои особенности. Там тестирование десктопа, не знаю, насколько там автоматизация вообще подвергается или нет. Ну и, конечно, вы здесь никак не обойдете мимо CI/CD, то есть вам нужно будет здесь хорошо уже погружаться в эти все моменты, не просто какие-то основы знать, но и в целом понимать работу конвейера и работу определенного ПО, связанного с вашим кодом, потому что вы тоже будете его заливать, коммитить, работать с репозиториями и так далее. Что еще от тебя вот такой совет хочу добавить для ребят, которые сейчас ищут работу и уже на таких этапах, когда они общаются с компаниями. Во-первых, им нужно разобраться в типах компаний. Не все понимают, чем отличается между собой продукт, аутсорс, аутстав. То есть вы можете попасть в компанию, думая, что вы будете работать на одном проекте у одного заказчика, но начинаются интересные истории, и вам нужно в этом обязательно разобраться. Посмотрите мои видео на эту тему. Обязательно разберитесь в особенностях трудового законодательства и регулирования IT в вашей стране, потому что тоже немаловажно. Нужно понимать, как налоги считаются. В целом контракт свой почитайте, у компании спросите, как там отпуска, социальный пакет. Если вы там ИП, может быть, что-то будет урезано и не будет обеспечиваться так, как у обычного сотрудника и так далее. Что такое NDA, обязательно почитайте, то есть это ваше какое-то положение коммерческой тайны, там обычно прописано, что вы можете разглашать, что вы не можете разглашать, какие штрафы за разглашение и так далее. Штрафы большие, поэтому не подписывайте этот документ просто так, обязательно прочитайте и задайте все уточняющие вопросы человеку, который будет с вами общаться на эту тему. При рассмотрении стажировок тоже очень важно, все пропускают этот момент, обязательно нужно прочесть условия по досрочному увольнению. То есть, потому что если, например, вы там подписываете какой-то договор, учебный договор это обычно называется, там прописано, что, к примеру, вы должны отработать на компанию в течение 1 года, и если вы уволитесь, вы должны заплатить штраф там в 1 миллион рублей. То есть вы тоже должны это иметь в виду и понимать, какую ответственность вы на себя берете.
То есть досрочное увольнение, штрафы, условия пересмотра зарплаты, потому что тоже такое бывает, что зарплаты там не пересматривают, когда вы по такому договору устраиваетесь в компанию потом в будущем, либо она минимальная. Тоже имейте это в виду. Помните, что интервью – это диалог, и вы тоже можете и должны задавать вопросы компании. Очень часто такое бывает, что вот вы такие сидите на собеседованиях, в конце вам задают вопрос, если у вас вопрос, вы говорите нет, нет, мне все понятно. Так делать нельзя. Это говорит о том, что вы мало замотивированы, а то, что вы не инициативны, обязательно задавайте вопросы. Там по будущему проекту, по условиям, по возможностям для роста в компании и развития, то есть какие там есть, не знаю, бенефиты, связанные с вашим обучением, самообучением, платит ли компания что-то или нет, либо вы самостоятельно должны изучать и так далее. По пересмотру зарплаты тоже спрашиваете эту информацию. Если в рамках интервью, конечно, на это ответили, то просто этот вопрос не задавайте, придумайте что-то новое для себя. Но это приветствуется, и это нужно уточнять всегда, а не просто соглашаться на те условия, которые вам говорят. Потому что потом вы приходите на проект и такие сталкиваетесь с моментами, что вам не пересматривают зарплату, и вы не знаете, как это сделать, как попросить, потому что нет нормального формализованного процесса, и вы заранее про это не узнали. Либо вы сидите долго на одном месте, не понимаете, когда уже случится тот момент, когда вас поднимут грейд, там, вы же на медла перейдете. Опять же, вам нужно самостоятельно тогда инициировать этот момент. То есть имейте это все в виду, чтобы в будущем потом не возникало этих вопросов, и особо стеснительных людей, такие тоже бывают, они потом сидят 5 лет на одном месте без пересмотра, без ничего, очень сильно задемотивированы, и это не есть хорошо. Старайтесь быть более инициативными, всех вас прошу. Я, кстати, еще вспомнил, что можно добавить, это виртуалки, работа с виртуальными машинами. Тоже немаловажно, потому что, к примеру, у вас будет только один Windows, а ваше ПО работает, Windows, не знаю, 10, а ваше ПО должно работать и на 7, и на 8, и на 11 Windows, и еще на Mac. То есть вы должны уметь виртуально разворачивать операционную систему. Есть тоже специальное ПО. Я про это тоже не говорил, к сожалению, у себя на курсе, но это несложно обычно сделать. То есть вы просто откроете ПО, скачаете какой-то образ необходимой вам программы и установите его. Вот так. Это что я хотел рассказать про основную часть. То есть, как видите, много чего нужно изучать. Практически все есть у меня на канале с некоторыми оговорками. И, скорее всего, я начну писать, записывать видео именно на то, что еще не оговаривал, чтобы у вас уже была полноценная картинка о том, что необходимо знать тестировщику, чтобы вы могли двигаться согласно этой дорожной карты. Как и обещал, мой бонус. Я пролистал для особо ленивых почти 30 вакансий. Я посмотрел Украину, Беларусь и Россию и всегда советую ребятам, у которых возникает вопрос, а что сейчас нужно знать тестировщику? Особенно это возникает у ребят там уровня middle senior, которые, к примеру, не имеют нормальной матрицы компетенции в своей компании, нету development карты, у них возникают вопросы. Так вот, вы просто открываете известные всем ресурсы, типа Headhunter, LinkedIn, Gini, в общем, различные агрегаторы вакансий, находите Junior QA, там, Middle QA, Senior QA и выписываете оттуда частоту встречаемости всех навыков. То есть пишите там теория тестирования и считаете, в сколько вакансиях она повторяется и так далее. Так вот, я, короче, делал такой небольшой ресерч для текущих джунов. Могу сказать сразу, сейчас позиций очень мало для джуниор-специалистов. Как я уже говорил в одном из своих видео, сейчас будет тяжело. Там в Gini, например, это одна страница, это украинский ресурс. На HeadHunter тоже смотрел, очень мало, особенно без опыта. Практически во всех вакансиях требуется опыт и высокий уровень английского языка. Для России, как я сказал, половина вакансий с английским, половина без. Но опыт практически есть всегда и везде. Так вот, теория тестирования. 27 вакансий, то есть считайте практически 100%, ну точнее и есть 100%, потому что всего вакансий было 27, всегда есть теория тестирования. Дальше тестовая документация, Jira, Confluence и другие бэктрекеры, потому что в них нужно работать. То есть это вот основные такие моменты, которые 100% у вас будут спрашивать на собеседованиях. Обязательно изучите теорию тестирования, тестовую документацию и виды, и обязательно обратите внимание на Jira, Confluence и какие-то другие бэктрекеры, которые тоже могут встречаться. Они все работают плюс-минус одинаково, поэтому минимальный, там, не знаю, период адаптации для нового ПО такого будет у людей, так что не бойтесь. Если умеете работать в одном, будете уметь работать и в другом. Большинство вакансий именно идут на тестирование веб-приложений, мобилки было меньше гораздо, либо же там тестирование веб-приложений плюс тестирование мобилки, там дальше мы посмотрим сколько. То есть это, по сути, вот все, что я рассказывал в блоке по тестированию веб-приложений, вам нужно знать. Тоже касается API и Postman, тоже обращайте на это внимание, то есть когда вы, например, делаете какие-то приоритеты, что вам нужно выучить в первую очередь, вот выбирайте там топ-10, например, того, что стоит.
И вот топ-10 вы обязательно должны изучить. Все остальное уже, не знаю, в порядке живой очереди, насколько вам будет хватать времени. Английский язык в 18 вакансиях, и даже в одной был advanced. Как я сказал, чаще всего это уровень intermediate, но я бы советовал откликаться даже на вакансии B2 с уровнем intermediate, потому что вот эти вот скрининги с преподавателями, они обычно проходят достаточно лайтово, вам все равно говорят, что у вас там уровень хороший, и на самих собеседованиях не могу сказать, что задают какие-то очень сложные вопросы именно на английском языке, когда вы говорите с заказчиком вашим, так что не беспокойтесь на этот счет. Дальше реляционные базы данных, SQL обязательно повторите, вот это все. Очень часто любят спрашивать. Не всегда даже на проектах есть доступ, но почему-то до сих пор на собеседовании всегда спрашивают базы данных. Не считаю, что это навык прям такой сложный в освоении, просто нужно много практики, нужно разобраться во всех запросах и как работают эти БДшки. Что касается языков программирования, основ объектно-ориентированного программирования, автоматизации, половина вакансий, как видите, содержали в каком-то виде требования к этому, то есть 13. В большинстве вакансий это nice to have, но, как я уже сказал, стоит задуматься, что сейчас ребята, у которых есть навыки в автоматизации, они будут более интересны рынку, чем ребята просто с одними мануальными навыками. Это больше относится, конечно же, к новичкам, то есть ребята с опытом найдут и так себе работу, но все равно я знаю, что сейчас сложно, очень сложно на всех уровнях, позиций не так много. И даже если раньше там мидлы, например, сидели и ждали, пока им напишут рекрутер, то сейчас сами мидлы откликаются на вакансии. Agile Scrum тоже, как я сказал, разберитесь в гибких методологиях, тоже это имейте в виду. Вот эти вот несколько аспектов, которые я указал в майндкарте, нужно знать. Дальше у нас уже идут, в принципе, тестирование мобильных приложений тоже. Если вы заинтересованы в тестировании мобилки, то изучайте. Просто есть ребята, которым это не нравится, например, как я. Но когда вы знаете и про веб, и про мобилку, имеете опыт в этом, вам найти работу будет, конечно, гораздо проще, чем тем ребятам, которые специализируются только в одном направлении. Всегда мобильное тестирование обычно связано с веб-тестированием, потому что, это такие неразрывные вещи, ввиду того, что те же самые не знаю, гибридные приложения, веб-мобильные приложения, они все равно взаимодействуют с вебом, и подходы похожие в тестировании. Вам нужно будет знать два этих направления. Система управления тест-кейсами 8, техническое образование или высшее образование. То есть тоже видел такое, наверное, 50 на 50, то есть в 3 вакансиях было обязательно, в 3 вакансиях не обязательно, nice to have. Я советую откликаться все-таки на все вакансии, не найдут такое большое количество тестировщиков с высшим образованием именно техническим, поэтому откликайтесь обязательно, тоже касается и опыта. Если вы видите опыт работы до 1 года, например, от 1 года, например, то тогда тоже откликайтесь. Это больше вероятность, что вас заметят и возьмут в компаниях. И такой лайфхак для всех. Пишите, пожалуйста, в ваших резюме не junior QA-инженер, когда вы пишете на позицию, которую вы хотите податься, а пишите просто QA-инженер. Таким образом, не всегда будет очевидно, что вы именно на начального тестировщика, начинающего, и начинающих, иногда просто сразу отметают, если вы откликаетесь на вакансию. Просто ставьте QA-инженер, больше вероятность, что ваше резюме вообще прочитают. Так, Linux 7, Git, это вот то, что я отнес в nice to have, то есть, в принципе, похоже. Основа HTML, CSS, JS, 6, но я бы советовал всем все равно в этом разобраться, потому что если мы тестируем веб, все равно вам это пригодится и нужно будет знать. Очень часто бывает, что опускают большое количество навыков в самих вакансиях, поэтому я думаю, что это подразумевается, если мы говорим про тестирование веб-приложений, что вам нужно знать и основы HTML, CSS, JS в том числе. Fiddler Charles тоже 6, скажем так, я знаю, что не все компании используют это, но если мы говорим про мобилки, то как раз-таки эти инструменты позволяют нам проанализировать трафик, который приходит через мобильное устройство. STLC, то есть тоже, понимаете, нужно это знать, это все равно есть в базе тестирования. Здесь почему-то кто-то просто решил дополнительно еще это указать в резюме, но это не всегда важно. ОС на уровне продвинутого пользователя чаще всего там пишут, что вам нужно понимать про сети, то, что я говорил, модель TCP/IP и OSI, вам нужно понимать про командную строку, то есть уметь работать в командной строке Linux, Unix-подобных систем, командной строке Windows. Chrome DevTools, опять же, просто, наверное, решили написать, отдельно вынести, обычно его даже не выносят, но его нужно тоже знать. Нереляционные BD встречались не часто, и, в принципе, это закономерно, все-таки большинство сейчас все равно работает на
реляционных базах данных, и на нереляционные достаточно просто переключиться. Они работают, мне кажется, проще, по более упрощенному принципу. Например, MongoDB, там такой JSON-подобный формат и проще. Кибана и логирование, мы тоже об этом говорили, видите, в нескольких вакансиях тоже они появились. Докер только в 2, законченные курсы. Ну, то есть 2 вакансии. Я думаю, что сейчас мне не стоит вам объяснять, что сертификат ничего не значит для работодателя. Потому что многие, вот, я хочу сертификат, я его получу, меня обязательно возьмут в компанию. Нет, ребята, видите, только 2 компании из 27 решили, что нам необходимо обязательно какое-то подтверждение. JMeter, nice to have, 2 вакансии только. Тестирование десктопа в 1 вакансии, игр тоже. Excel даже почему-то в 1 было, интересно. SAP UI тоже в 1 только был. И STQB, как я уже говорил, это сертификация международная, тоже только в 1 был. Опять же, это к вопросу тому, что тоже часть ребят говорит, вот я там сдам сертификацию, экзамен, и все будет замечательно, здорово, и меня возьмут везде. Нет, это просто плюсик к вашему резюме, не более того. Видите, только 1 вакансия требует это. И, конечно же, еще один ресурс, который я хотел вам порекомендовать, который я недавно для себя открыл, это Библия QA, именно в интерактивном таком формате. Ее переработали. Про этот ресурс я уже неоднократно рассказывал. Именно про саму Библию QA. Это такой сборник полезной информации на 500 страниц. Раньше он был в виде такого, просто открываете, веб-версию и ищете по ней что-то, что вас интересует. Сейчас это выглядит намного лучше. Это вот такой вот интерактивный учебник, где вы можете посмотреть по всем вот этим пунктам информацию, которая вас интересует. В том числе есть FAQ для новичков, где вы можете посмотреть ответы на самые популярные вопросы, составление резюме, где искать работу и так далее, какие-то перечни необходимых ресурсов. Наверное, вот здесь оно, если я не ошибаюсь. Да, перечень ресурсов для новичка тут есть. Были платформы еще где-то. В общем, точно есть. Полезные ссылки. Вот, да, полезные ссылки. Список полезных ресурсов. И здесь просто большое количество телеграм-каналов, каких-то YouTube-каналов, курсов, книг и так далее. Вот заходите, смотрите, изучаете и в целом проходитесь по всем остальным модулям, то есть, например, SDLC, STLC, про который я говорил, открываете жизненный цикл по STLC и смотрите, чем занимается там человек на каждом из этапов тестировщик. И так вот по каждым пунктам, которые вас заинтересуют. Поэтому советую этот ресурс. Он бесплатный абсолютно, без каких-то рекламы и всего остального. Я его оставлю в описании к этому видео. Ну и не забывайте, конечно, про такие уже фундаментальные вещи, как Куликов, например, которого нужно почитать про тестирование. Не забывайте про Ли Копланд. Это все есть. Также у моего курса на 27 уроков, который основной, есть конспект. Тоже можете его найти в топ-линке, который есть в описании. Помните о тех площадках, где вы можете меня поддержать, про которые я говорил в начале видео, и про другие мои соцсети, потому что я и в Инстаграме есть, и в Телеграме, в 8, наверное, Телеграм-каналах, полезных по разным направлениям. Поэтому обязательно подпишитесь, мне будет приятно, и заодно вы станете участником очень крутого сообщества по тестированию, которое продолжает развиваться и поддерживаться со всех сторон. А на этом у меня все. Увидимся с вами совсем скоро. Пока, ребята.